Всем привет! Какая роскошь! Какая прелесть! Гуляй-гора! Этот край одарен всем от Бога. Именно эта надпись встречает путешественника на смотровой площадке Гуляй-горы, которая расположена в поселке Хорошево, что в Харьковской области. Эта смотровая площадка облагорожена 3 металлическими искусно выкованными арками, которые обвиты виноградной лозой, символом плодородия и процветания. Гуляй-гора – овеянный легендами и очень живописный кусочек большого мыса правого берега реки Уды в поселке Хорошево. Примерно в еще 8-13 веках был обжит людьми. Сначала северянами, а затем населением Киевской Руси. Селения на основе скифских фортификационных сооружений воздвигли свое укрепленное поселение, где Гуляй-гора, по всей видимости, выполняла функцию центральной части города. Документального подтверждения этому факту нет, но некоторые историки и краеведы считают именно так. Вокруг локации ходит масса интересных догадок. Согласно одной из легенд, на территории Гуляй-горы некогда существовала необычная церковь. Однажды она вместе со всеми служителями и прихожанами по необъяснимым причинам в буквальном смысле ушла под землю. Произошло все во время божественной литургии. После этого события появились необъяснимые явления, а именно, прислонивший ухо к горе, можно было услышать служебные песнопения и перезвон колоколов. В любом случае проверить легенду может каждый, однако подтвердить ее не удалось еще никому. Доказать существование некоторых догадок и мифов достаточно сложно, тем более найти какие-то официальные сведения. Интересно, что в процессе проведения раскопок на территории Гуляй-горы, которые проводились в 1983 и 1987 году, профессору Харьковского университета Шрамко удалось обнаружить яму, уходящую далеко вглубь объекта. В ней были найдены деревянные фрагменты, похожие на элементы постройки, которые могли являться, например, частью часовни или хозяйственного сооружения, упоминающиеся в легенде. Гуляй-гора является историческим местом Харьковской области. Интересно, что его упоминания найдены еще и в художественной литературе в трудах советского писателя с украинскими корнями Петлеванова. Познакомиться с ними может любой желающий, они находятся в областных библиотеках. Отмечу, что Василий Иванович Петлеваный родом из Винницы. Студенческие годы он провел в Харьковском пединституте. Роман «Гуляй-гора» был опубликован в 1987 году. В этом произведении Гуляй-горой называется родное село главного героя, где во многом и происходят события романа. Но самое интересное, что в вымышленном селе Гуляй-гора явно угадывается реально существующий поселок Хорошево Харьковской области. Это видно из упоминаний некоторых местностей архитектурных сооружений. Вот как, например, автор описывает, скорее всего, собственно, Гуляй-гору. Павел еще маленьким с друзьями лазил в таинственные подземелья, слушал рассказы о насыпанной руками горе, которая стоит отдельно, похожая на шапку Мономаха с впадиной посередине, куда уместилось бы несколько домов. В прошлом, во время больших ливней, говорят, потоки воды, хлынувшие с круч, вымывали из глубин золотые монеты, крестики, кольца из меди и серебра. Ни Павлу, ни другим искателям сокровищ найти не посчастливилось. А легенды жили, продолжали волновать взрослых и детей, манили путешественников и ученых. Если посмотреть направо от смотровой площадки, то можно увидеть здание пансионата. В середине 17 века именно на этом месте находился Хорошевский Вознесенский женский монастырь, который существовал до начала 1920 года, а в 1986 году
он был окончательно разрушен. Гуляй-гора выделяется своей красотой, невероятными пейзажами, природной гармонией. Она познакомит каждого гостя с множеством нераскрытых и необъяснимых тайн. К сожалению, на подходе к объекту часто можно встретить печальную картину – масштабную свалку, которая расположена рядом с обзорной площадкой. Здесь не всегда успевают следить за ростом травы, чистотой территории. Несмотря на слабую ухоженность локации, каждый получает здесь невероятные эмоции, которые сложно будет найти в другом месте. Вот такие красивые места есть в Харьковской области. Я благодарю всех за внимание. Всегда ваш Алекс Моторный. До новых встреч на канале.